Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6. Сегодня я хочу заняться виджетом квестов. В одном из прошлых видео я начинал делать, но впоследствии система немножко была переделана, и, следовательно, виджет тоже нужно слегка переделать, ну и подогнать под существующую систему квестов. Напоминаю, что страница игры доступна в Steam, поэтому не забывайте переходить по ссылке в описании и добавлять игру в виш-листы. Релиз намечен на конец этого года. Ну и вкратце тоже скажу, что у меня есть теперь примерный ориентировочный план по фазам разработки игры, потому что нужно, во-первых, успеть к релизу, а во-вторых, если вы, возможно, знаете, что осенью в Steam проходит ежегодный, точнее, один из двух ежегодных фестивалей, посвященный инди-играм, который называется вроде бы «Инди-играм быть» или как-то так. То есть мне к этому времени нужно успеть приготовить играбельную демку, да, то есть чтобы как минимум был вертикальный срез готов игры со всеми рабочими механиками. Если не знаете, что такое вертикальный срез, это такой кусочек игры, в котором работают практически все механики в вашей игре. То есть чтобы, условно, это может быть какая-то одна локация, комната или коридор, да, в которой будет работать все, начиная с взаимодействия с предметами, триггерами и заканчивая персонажами и так далее, да, то есть механика и врагов и тому подобное. То есть к октябрю у меня должна быть готова уже рабочая демка, и после октября у меня должно будет остаться, у меня останется только финальная полировка, доработка, исправление багов, ну и так далее. То есть если кому-то интересно, вкратце вот покажу первая фаза. Если интересно, можете посмотреть. То есть это блокаут демо-версии. То есть сейчас у меня все усилия должны быть направлены на разработку демки и трейлеров. Вот это первая фаза. Потом август у нас идет озвучка, локализация, анимации, визуал. Ну, то есть идет полным ходом подготовка к показу, да, игры. Следующий сентябрь это уже полировка демо, добавление звуков, трейлеров. Октябрь это идет уже, получается, фестиваль. Я должен буду уже масштабировать игру, то есть добавлять оставшиеся локации. Это второй этаж, подвал. Если, может быть, еще что-то добавится, скорее всего, будет какой-то типа дворика в игре. То есть, чтобы не вся игра проходила в замкнутом пространстве. Следующая фаза это ноябрь. Это уже получается примерно к этому времени планирую выпустить игру. То есть тут уже финальный этап. Ну вот примерно вот такой вот план. Сейчас, получается, по плану у меня идет допиливание основных механик, то есть их связывание в одну целую систему, чтобы игру можно было в целом уже играть и чтобы уже какой-то рабочий процесс наметился. Виджет квестов я немножко начал делать. Вот такой будет отдельный виджет. Пока особой логики никакой в нем нет, только я немножко наметил вот оформление. То есть тут стандартно у нас идет horizontal box. Слева будет блок со списком квестов. То есть вот заголовок активные квесты, и здесь будет список, да. Справа будет уже какое-то детальное описание квеста, может быть какая-то картинка, да, связанная с этим квестом, и уже список целей именно у этого квеста. Например, если будет какой-то глобальный квест, например, исследовать восточное крыло, то тут будут такие цели. Например, найти ключ там от подсобки, проникнуть в комнату охраны, еще такое, ну что-нибудь еще такое. Ну и сам этот виджет будет вписан в основной виджет, который у меня main виджет называется, который показывается при нажатии на кнопку Tab. Здесь я смогу переключаться между вкладками. Пока что у меня рабочие вкладки это основной инвентарь, где такие предметы расходуемые, и квестовые предметы, где у меня предметы идут не сеткой, а просто вот таким вот боксом вертикальным. Ну, в целом, давайте запущу, быстро покажу, чтобы вы знали, на что ориентироваться. Вот, то есть вот я нажимаю Q, E, внизу подсказки по навигации. То есть вот этот блок у меня один, то есть в нем просто будут меняться кнопки в зависимости от текущей вкладки. То есть здесь, например, вверх-вниз навигация не нужна будет, только вправо-влево. Соответственно, здесь я буду менять V, A, S, D, буду выбирать на A и D, да, ну, либо лево-право, если это геймпад. Ну и следующая вкладка здесь будет, вот так примерно будет выглядеть. Здесь будут активные квесты, между ними можно будет перемещаться, переключаться и смотреть. Ну, выполненные квесты, может быть, тоже будут. Это видео уже больше будет похоже на классические мои видео по разработке игры, так как это не видео с итогами разработки, а уже
полноценный рабочий процесс, то есть поэтому видео может быть немножко затянуто, может быть даже несколько часов будет видео. Ну и, соответственно, где-то я могу подтупливать, потому что где-то, может быть, не с первого раза получится сделать так, как нужно. Так, хорошо. Вот такой вот получается блок. Давайте приступим непосредственно к оформлению виджета, точнее его логики. Здесь у меня кнопки будут. Вместо того, чтобы спаунить вручную кнопку, на нее сверху спаунить текст, присваивать родителя, да, у меня подготовлен уже такой дочерний виджет, который называется WBP Button. У него пока особой прям такой логики нет. Ну и вообще это максимально простой виджет, кнопка поверх текст. Но у него подготовлена уже изначальная подготовка сделана, то есть в виде переменных, что будет написано, во-первых, на этой кнопке, логика при наведении мышкой, да, то есть я использую кастомную систему наведений, ну, навигации, и в том числе при наведении мышкой. И пока что в этой кнопке есть только вот наведение мышки и нажатие, да, то есть когда мы нажимаем на кнопку и когда наводимся. То есть вызываются event-диспетчеры, а в родительском виджете просто я привязываю к ним определенные события. То есть пока что эта кнопка у меня реализована в меню, то есть я вот могу между ними переключаться, наводить мышкой, и при нажатии, например, будет выполняться какое-то определенное действие. И я от него сейчас просто создам дочерний виджет, и это будет уже кнопка именно для виджета квеста, потому что здесь не только нужно будет привязывать определенные действия, да, к этим кнопкам, но также эти кнопки должны будут хранить в себе информацию, что именно показать здесь, чтобы нам каждый раз не обращаться к системе квестов, чтобы не запрашивать у нее данные об определенном квесте. То есть можно просто сделать так, чтобы кнопка хранила в себе всю информацию. А при изменении квестов мы будем просто обновлять эту информацию. Поэтому я от нее сейчас нажму так. Так. А вообще можно ли дочерние виджеты создавать? Скорее всего, нет, да? Давайте нажмем правой кнопкой мыши. Так, а можно ли просто создать здесь? Давайте посмотрим. Раньше я таким не занимался, но посмотрим, может быть, получится. Так, вот WBP button. Давайте посмотрим WBP. Назовем ее Quest button. Посмотрим, есть ли тут уже встроенные события. Да, уже видите, есть уже здесь текст, кнопка. То есть, скорее всего, так и будет работать. Но непонятно, почему нет прям в этом выпадающем списке кнопки «Создать дочерний виджет». Да? Ну хорошо, то есть у него будет отдельная логика своя, то есть чтобы на обычной кнопке не вешать кучу ненужных переменных, которые у меня кнопки в меню паузы и в главном меню, отдельно будет дочерний класс для квестовых кнопок. Тут уже вот реализовано выполнение родительской логики. Так, ну и давайте теперь делать собственные кастомные переменные, да, то есть что у нас будет здесь? У нас будет quest name, то есть имя квеста, который будет подтягиваться из системы квестов. Так, это у нас будет тип текст, чтобы мы могли его также локализовывать. Так, у него будет описание. Так, сразу мы делаем их instance editable и expose and spawn. Так. И далее давайте открываем нашу таблицу данных с квестами и смотрим, какая там структура, что еще нужно нам будет хранить в этой кнопке. Так, здесь есть список целей, то есть можно будет просто это в виде массива хранить. Давайте тогда создаем, получается, массив. Ну, в принципе, массив этой структуры мы будем просто перекидывать из системы квестов, и чтобы каждый раз ее не дергать. Так, значит, создаем так, objectives массив. Так, тип у нас будет идти. Так, это у нас идет структура. Какая у нас структура? Structure objective. Вот эта вот структура будет у нас. И она будет у нас в виде массива. И также давайте сделаем ее редактируемой. Так, ну и теперь давайте для теста так, отсюда удалим эти кнопки и создадим, закинем уже новые WBP Quest Button. Так, закидываем сюда в Vertical Box. Так, допустим, давайте,
Давайте просто скопируем вот эти значения. Вот display text у нас есть. Так как это дочерний виджет от этого, то есть у него копируются все данные, переменные. Так, да, display text. Вот давайте вот так, да. Так, также у нас тут есть вот выравнивание. Это тоже переменные. Так, давайте вот эти две я удаляю туда пока что. Они мне не нужны. Ну и теперь смотрите, что здесь есть вот вкладка Objectives. То есть при создании динамическом я буду подавать сюда данные из системы квестов. То есть вручную я их сейчас закидывать не буду. Это только для того, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Так, ну и теперь давайте... Так, навигацию, да? В первую очередь нужно поработать с навигацией. Так, давайте это я все удаляю. Так, интерфейс нужно подключить. BPI Widgets. То есть это мой базовый интерфейс для виджетов. Тут уже есть вот определенные события, да, допустим, Navigate. То есть что будет происходить при вызове этого события Navigate. То есть опять-таки будем использовать здесь switch. Ну, как раз познакомитесь с моей кастомной системой навигации, может быть, кому-то интересно. То есть, когда мы будем нажимать вверх или вниз, соответственно, будет меняться выделение, да, какое-то. В принципе, чтобы заново не писать здесь, я могу просто скопировать эти функции. Так. Это не из main виджета нужно, а из какого-нибудь, например, давайте из меню паузы возьмем. К примеру. Так, где у нас меню паузы? Вот на меню паузы. Тут должна быть у нас должен быть раздел с навигацией. Так, и есть вот собственная навигация. То есть этот виджет, так как он родительский по отношению к некоторым, он определяет, какая сейчас активная вкладка. И если, например, основная вкладка активна, то он вызывает собственную навигацию. Вот, Navigation Main, да. А если какая-то дочерний виджет активен, то он отправляет это событие дочернему виджету, а тот, в свою очередь, уже обрабатывает нажатие вверх либо вниз. Так, вот он, Navigation Main у нас идет. Проигрывание звука. Select Button Main. То есть давайте просто будем вот так вот сейчас скопировать. Так, Play Sound. Давайте я просто буду копировать и потихоньку буду просто подгонять. Так, если вверх, то... Так, это у нас следующий индекс, значит, это у нас должно быть вниз. Когда мы нажимаем вниз и когда мы нажимаем вверх. Так, а теперь у нас должен быть массив, который мы будем перебирать. То есть массив этих вот кнопок. WBP Quest Button. То есть создаем сейчас этот массив Buttons Array. Тип у нас будет WBP Quest Button. И это будет у нас массив. То есть мы берем этот массив, получаем из него длину. И также нам нужна переменная, которая будет отвечать за хранить себе информацию о том, какая именно кнопка сейчас выбрана. Это у нас тип integer, одиночная переменная. Так. То есть это мои кастомные функции из библиотеки функций, то есть которые просто берет массив и возвращает следующий элемент. Если массив закончился, то оно возвращается назад. То есть следующий либо предыдущий элемент находится в списке и подается в это событие select button. То есть нам нужно создать здесь определенное событие. Так, давайте ищем его. Так, select button main. То есть также просто копируем сейчас, а потом все переименуем, когда нужно будет. Что делает этот event? То есть он проверяет текущий индекс и тот, который мы отправили. Если не отличается, тогда он выполняет логику перемещения фокуса, да, то есть выделения. Вызывается, во-первых, ищется объект, который нужно выделить, и отправляется ему событие setFakeHover, то есть выделить его, да, подсветку сделать. Потом мы
смотрим предыдущий, который был выделен. И снимаем с него выделение. Потом обновляем переменную. Так. И теперь давайте сразу будем переименовывать события. Давайте вот так будем это делать. Так, где у нас select button события? Так, вот сюда. Это подключаем сюда. Это сюда. Так, это удаляем. И точно так же дублируем сюда и сюда. Так, вот. Так, теперь дальше какие у нас тут есть события еще? Так, у нас есть событие reset selection, да, то есть сбросить, когда мы, например, выключили виджет, закрыли его и потом включили снова. Так, сброс, получается у нас сброс выделения. Также копируем. Так, меняем переменные. Так, это у нас идет buttons array, сюда подключаем. Так, вот эти ноды часто ломаются, когда меняется тип массива, то есть поэтому нужно будет вручную их просто создать заново. Так, и получается мы пробегаемся по всему массиву, сбрасываем выделение и в конце обновляем эту переменную, что выбрана сейчас нулевая, ну то есть первая кнопка. Так, что еще нам нужно отсюда скопировать? Так, ну и теперь получается... Так, это что у нас за... Так, event dispatcher. Так, если честно, я с диспетчерами часто путаюсь, потому что я путаюсь, где какой диспетчер был создан. Так. Так, ну давайте пока потом сделаем. Давайте по порядку двигаться, там уже понятно будет. То есть теперь смотрите, когда мы нажимаем какие-то кнопки навигации, то есть у нас перехватывает их главный наш виджет, вот этот, и он решает, какому дочернему виджету отправить команду по навигации, да? Так, где у нас идет Items Navigation, да? То есть в зависимости от того, какая вкладка сейчас активна у виджет свитчера. То есть у меня сначала было только две вкладки, теперь у нас появилась вкладка с квестами, поэтому мы будем брать просто, если текущая вкладка сейчас равняется 2, то есть квестовая, да, вкладка, то мы берем наш WP Quests и отправляем ему команду навигации. То есть куда нам нужно... Так не работает, давайте вот так делать. Navigate, message. Так, нет, только не puzzle, а из BPI widgets нужно искать. Давайте вот так напишем. Так, BPI widgets. Так, нет, так не хочет. Давайте тогда вот так вот искать Navigate вручную. Почему-то именно вот эта вот нода не хочет находиться при включенном контекст sensitive. Ну да ладно, в принципе. Так, то есть теперь, если активна вкладка Quests, все команды навигации главным виджетом отправляются нашему вот этому квесту. Так, ну и теперь давайте... Теперь, получается, когда мы показываем наш главный виджет, мы вызываем у него reset. И мы сбрасываем текущие... сбрасываем выбор вкладки. И каждому дочернему виджету отправляем команду на сброс выделения. Да? То есть теперь мне надо просто продублировать также это все. Также отправить ему команду reset selection. Так, в свою очередь, виджет квестов должен перехватить, точнее не перехватить, нам нужно определить это событие здесь. Так, где оно у нас? Reset selection. Так, и нам просто нужно будет вызвать здесь. Давайте посмотрим, как это работает. Например, давайте откроем не отсюда, а
вот этот квест уже, ой, этот виджет, чтобы уже не запутаться. Так, где у нас? WBP Inventory Quest, да? Так, смотрим, что у нас, как здесь работает. Так, а почему-то здесь у нас нет этого события. А, это у нас потому что не через интерфейс мы здесь делали. Ну да ладно. Значит, потом нужно будет переделать. Так, reset selection. То есть что мы делаем? А, ну хорошо, значит мы просто возьмем и поменяем вот так вот. То есть это кастомное событие мы удаляем. Вот. Вот так-то у нас работает. Так, теперь надо посмотреть, что мы еще забыли, не забыли чего-нибудь. Так, вот есть, получается, select событие. Да, вот тут у нас select button. То есть у нас есть логика выделения кнопки, сброса выделения и навигации, да, чтобы мы могли выделять следующую либо предыдущую. Так, ну давайте я попробую. Давайте просто повесим print string. А, подождите, нет. Нам нужно... Давайте я создам еще одну кнопку, чтобы наглядно посмотреть, проверить, будет ли работать навигация. Так, давайте здесь, допустим, так вот 2 подпишем просто и все. Ну и, конечно же, нам этот массив, то есть мы перебираем этот массив, соответственно, нам нужно его изначально заполнить. Давайте пока вручную просто. Берем первую кнопку, вторую кнопку, создаем из них массив. Так, не так, вот сюда. И записываем переменную buttons array. То есть на старте у нас будет заполненный массив, по которому мы будем перемещаться. Давайте попробуем запустить игру. Открываем наш виджет, нажимаем вниз. Пока что ничего особо не работает. Так, давайте проверять, работает ли здесь в целом это событие. Так, здесь вызываем printString, пишем select. Где-то, скорее всего, просто что-то забыл подключить. Так, select не работает. Так, хорошо. Давайте смотрим. Может быть, я забыл сюда направление передать. Так, где у нас navigation идет? Да, я забыл сюда подключить, передать направление. Из главного виджета, то есть мы отправляем... То есть наш главный виджет обрабатывает нажатие клавиш, выясняет, в каком именно направлении нужно совершить навигацию, а потом уже отправляет эту информацию к какому-то из дочерних виджетов. Вот, в принципе, все работает теперь. Вот, я могу вверх-вниз перемещаться. И printString наш тоже вызывается. Так, в целом навигация уже работает. Так, хорошо. Теперь, что у нас будет происходить при навигации? То есть, когда мы будем перемещаться между вот этими вот кнопками, у нас здесь будет обновляться какая-то информация. Соответственно, нам нужно повесить определенные события. Так. Так, давайте подумаем, как это лучше сделать. То есть у нас тут есть уже event диспетчеры. On hovered, да? И on clicked. Ну, в принципе, on clicked можно игнорировать, потому что если я буду, например, просто мышкой наводить, она, соответственно, будет выделяться. То есть тут 2 подхода есть. Либо требовать фактического именно нажатия, тогда у нас только при нажатии будет обновляться здесь информация. Но в то же время, если так сделать, то, например, будет не очень удобная навигация для геймпадов. То есть, когда мы будем нажимать вниз, у нас будет... Хотя, в принципе, можно тогда просто наведение мышкой отключить, а для мышки сделать нажатие кнопки, а для геймпада именно при перемещении будем сразу нажимать на эту кнопку, да? Ну ладно, давайте пока в целом не будем углубляться прям над дизайном, да, потому что главное сейчас просто, чтобы этот виджет работал.
и показывал актуальную информацию. Поэтому давайте я пока просто буду на... Так, как мне удобнее будет. Давайте пока на clicked будем вешать какое-то определенное событие. Так, получается, что мы должны будем сделать. То есть сначала давайте я записываю эти кнопки в переменную, во-первых. А во-вторых, я пробегаюсь по этому массиву и буду привязывать события. Так, bind event to onClicked. Так, и получается onClicked будем привязывать какое-то определенное событие. Так, и давайте теперь создадим кастомное событие. Так, назовем его update. Так, update description. Ну вот, допустим, как-то так. И сюда повесим. То есть теперь при нажатии на каждую кнопку у нас будет вызываться вот это событие. А что оно будет делать? Так, а если я буду нажимать, оно у нас... Ну ладно, давайте, допустим. Что мы будем делать? Мы будем брать текущий... Во-первых, брать текущий выбранный элемент, точнее, текущую выбранную кнопку. То есть будем брать массив и вызывать у него определенный элемент. И далее будем из него уже вытаскивать вот эти вот переменные quest description и objectives. Вытаскиваем quest description, get quest description, и будем присваивать какому-то определенному тексту сюда. Да? Поэтому давайте я сюда сейчас закину текст. Так, давайте сначала определимся. Вот у нас border идет, вот здесь будет текст. Пока тоже прям сильно над оформлением работать не буду. Закину сюда вот так вот текст. Так, назовем его text блок quest description. Так, давайте я цвет также скопирую отсюда. Так, и давайте теперь сделаем ее переменной. Вытаскиваем сюда и будем назначать ей текст, который изначально будет заложен уже в этой кнопке, в переменной quest description. Ну и давайте я теперь пока что вручную просто сюда впишу. Так, из таблицы просто скопирую. Так, давайте я буду, чтобы наглядно было, я поменяю им имена. Точнее, display text, да? Ну и, соответственно, описание квестов тоже. Так, выбрать из ловушки у нас будет вот это описание. То есть дверь заблокирована, мне нужно осмотреться по сторонам, чтобы найти другой выход. Вот такое описание у этого квеста будет. Вот на quest description. А у этого квеста будет описание вот такое. Я должен проверить, что внутри комнаты охраны, да? Что-то вот такое. Давайте попробуем запустить. Посмотрим. Пока не работает. Это потому что привязано событие на нажатие кнопки именно. Клик мышкой. Вот. Ну, соответственно, выделение пока не работает. То есть, если я... Ну, конечно, по-хорошему сразу нужно сделать нормальную логику, чтобы и при навигации с помощью кнопок, и при навигации с помощью мышки, чтобы это работало, да? То есть, ну давайте, раз уж навигация кнопками работает, то сразу будем, во-первых, не просто выделение, да, обновлять, но и сразу вызывать вот это событие update description. Так, где у нас select button? И сразу вызываем update description. Вот так. Давайте смотрим, пробуем. Вот я нажимаю вверх-вниз, все, у меня справа меняется отображение описания. Только, конечно, Q отсюда надо убрать. Это у нас техническое название, да? А мне нужно найти именно такое, которое для игрока будет. Так. Выбраться из ловушки называется у нас. Вот он, Escape the Trap.
Вот так вот, в принципе, уже более-менее работает. То есть наш виджет теперь умеет вытаскивать информацию из этих кнопок и отображать ее здесь. А теперь при нажатии мышкой надо тоже сделать. То есть привязать события. Так, привязать определенное событие. То есть при нажатии мы просто... Так, мы вообще привязали событие здесь. On-clicked, update description, да? У нас идет update description, но не совсем правильно, потому что у нас не меняется текущая выбранная кнопка при нажатии, да? То есть если сначала я должен понять, на какую кнопку я именно нажал. Так. Угу. Получается, мне нужно понять. Так, давайте думать логически. То есть это событие у нас срабатывает при нажатии на кнопку. Соответственно, нам нужно будет сделать... Так, входных параметров никаких у нас нет здесь, да? Да, потому что, смотрите, во-первых, у основного WBP button нет никакой информации, заложенной внутри этой кнопки, да, то есть, например, если посмотреть на виджет, давайте откроем виджет паузы, допустим, да, то есть как реализовывается тут логика нажатия. То есть я просто здесь вручную беру каждую кнопку, и у него у каждой кнопки отдельное свое событие. Потому что я заранее четко знаю, сколько кнопок у меня будет в меню паузы и в главном меню. Но так как здесь я не знаю, сколько у меня будет заранее кнопок, соответственно, я не могу заранее каждой кнопке назначить определенное отдельное кастомное событие, да? Поэтому мне нужно создать другой, наверное, event dispatcher. Другой event dispatcher будем создавать, который будет хранить в себе информацию, какую именно кнопку мы нажали, да? Давайте называем его id on quest button clicked. У него будет входной параметр. То есть что мы будем отправлять? Номер кнопки, наверное, нет смысла хранить. То есть мы будем просто отправлять description и objectives. Хотя, подождите, если мы будем просто отправлять информацию эту, то наш виджет квестов не будет знать, какую именно кнопку нужно выделить, да? Угу. То есть нам же нужно будет ее выделить еще, эту кнопку как-то. То есть нам нужно будет обновить информацию, то есть какая кнопка сейчас выделена, то есть какой индекс, да, нужно получить. Так. Как бы нам это лучше сделать? Так, подождите, давайте я посмотрю, как здесь реализовано. То есть, когда я нажимаю на кнопку... Так, а выделение же у меня работает, да? Нет, выделение тоже не работает. Допустим, здесь... Давайте еще раз я открою паузу. То есть, смотрите, здесь, когда я двигаю, я знаю, мой виджет знает, какую кнопку выделить и с каких кнопок снять выделение. То есть, давайте я здесь посмотрю, что я вешал здесь на событие onHovered. id onHovered event main. Так, ищем. Он находит просто эту кнопку в массиве. Да, тогда давайте сделаем вот так. Quest button, то есть мы будем подавать саму кнопку. WBP Quest button. Вот так. И теперь получается при нажатии на эту кнопку. Так. Так, давайте смотрим. Можно ли определить родительское событие?
Вот у родителя есть событие onClicked. Так, можно ли переопределить теперь это событие у дочернего виджета? Давайте попробуем его найти в поиске. Так, bind event to id onClicked. Да, вот так можно подвязать. То есть на констракте, так, или на преконстракте лучше это сделать. Мы здесь где подвязываем события? В принципе, на преконстракте можно, да. То есть на преконстракте мы вызываем сначала родительскую логику, потом мы привязываем свое собственное событие здесь. Так, on quest button clicked. В него, да, вот это событие мы будем привязывать к родительскому event диспетчеру. Так, где оно у нас? On quest button clicked. А здесь мы будем вызывать собственный event диспетчер и в него уже подавать себя. Вот так это должно работать. Давайте попробуем. И теперь получается вот такая вот логика у нас получилась. И теперь здесь будем привязываться событие не к onClicked, а к onQuestButtonClicked. Bind event to id onQuestButtonClicked. Вот. Так, и теперь получается создаем здесь местное кастомное событие. On quest button clicked. В него также нужно подать такой же точно input, чтобы мы могли привязать его к диспетчеру. Так, где? Вот. И теперь, получается, при нажатии на кнопку мы будем искать эту кнопку в массиве. Эту кнопку мы ищем в массиве. И если ее находим, мы делаем выделение, да? Так. Давайте я еще раз найду, чтобы не запутаться, где это событие. Вот, select. Будем вызывать просто select. Так. Так, вызываем наше событие select button. Эта нода возвращает нам уже индекс, поэтому мы просто будем подавать сюда. Так, что тебе не нравится? Так, этот blueprint. Ну потому что вот так нужно сделать. Давайте теперь посмотрим. Нажимаем. Все, теперь все работает. То есть я теперь просто могу на старте при создании виджета получать список этих квестов, создавать динамические кнопки и при нажатии на каждую кнопку, либо вот я могу сейчас кнопками перемещаться вниз-вверх, либо могу мышкой щелкать, да? Я думаю, в принципе, такая логика, я думаю, самая адекватная. И мышкой будет удобно работать, да? И не будет постоянно все обновляться при обычном перемещении, да, мышкой. То есть только при нажатии, либо при навигации кнопками, либо если мы играем на геймпаде, то когда мы будем левый стик двигать вверх-вниз. Вот. В целом перемещение по виджету работает. Теперь осталось только связать ее с системой квестов. Так, теперь у нас система квестов у меня написана на C++, ну точнее написана не вся система квестов на C++, а только класс обертка на основе GameInstanceSubsystem. То есть вот он, parent класс, родительский класс, myGameInstanceSubsystem. То есть я просто создал дочерний класс от этого класса. Вот, от GameInstanceSubsystem. То есть у меня, видите, уже есть, это я тестовый был, потом надо удалить. Вот он, дочерний класс. Он внутри практически пустой.
И получается, я здесь просто создаю блупринты от этого моего созданного C++ класса, и внутри него могу писать логику. То есть я могу создать квест, начать квест, завершить квест, либо провалить квест, да. И в нем внутри есть переменные, список активных и завершенных квестов, и ссылка на HUD, чтобы можно было отправлять команды нашему хаду о том, что, например, начат новый квест, и чтобы вверху появлялась надпись, что вот новый квест, новая цель, новое задание и так далее. Этот объект инициализируется один раз при запуске игры, поэтому мне не нужно вручную его создавать, удалять и так далее. То есть он живет между уровнями, так же как и GameInstance, поэтому он всегда у меня есть. И, не нужно то есть заморачиваться на том, чтобы следить, чтобы он был создан и так далее. Теперь, получается, как будет общаться наш виджет и Quest Manager. Так, давайте вот это все лишнее позакрываю. Это закрываю. Так, вот это можно оставить пока, все, что нужно. То есть теперь мне нужно будет создать определенные кастомные события. Так, кастомные события создаем. Допустим, добавить квест. То есть это событие будет вызываться при старте нового квеста. Соответственно, у нас будет появляться здесь новая кнопка. То есть мы будем делать вот таким образом. Мы вызываем create widget. Создаем виджет на класса... Так, где он у нас идет? PBP Quest Button. То есть мы создаем этот виджет. Сразу видите, да, сколько здесь переменных открылось. То есть можно их определять, можно не определять. Какие-то можно оставить по умолчанию. Но в первую очередь нам нужно сделать, чтобы выравнивание текста было слева. Также нам нужно будет его потом добавить в наш контейнер, а именно вот в этот вот vertical box. Его нужно сделать переменной. И вызываем add child to vertical box. То есть мы его создаем этот виджет и добавляем его в наш вертикальный бокс. Ну и, соответственно, нужно подать в него определенные переменные, чтобы эта кнопка знала, какой нам показывать здесь текст при нажатии, да. Соответственно, какие это переменные будем получать, нам нужно входные параметры прописать. Основные это получается имя квеста, описание и... Так, display text. Display text у нас и quest name у нас одинаковые, поэтому можно удалить дубликаты ненужные ненужные дубликаты. Так, удаляем отсюда. Так. Вот где у нас было событие update description, да? Угу. Здесь только description, поэтому нам нужно здесь, получается, добавить input quest name. Так, потом нужно описание квеста. То есть quest name мы подаем в display text, то есть что будет отображаться на самой кнопке. Description подаем сюда, то есть это будет отображаться при нажатии на кнопку, будет отображаться здесь. Ну и список целей, да? Так, objectives называем переменную. Тип это у нас structure objective. И это будет у нас массив. И подаем его сюда. Вот получается при старте квеста у нас будет, наш квест менеджер будет отправлять нашему WBP Quests команду о том, что нужно обновить список квестов. Соответственно, для того, чтобы квест менеджер знал, к какому именно виджету отправлять, нам нужно также создать здесь на него ссылку. Так, main widget класс WBP
Так, main widget это у нас идет. Так. Теперь, получается, как нам зарегистрировать наш главный виджет. То есть при создании этого виджета, вот когда мы его здесь создаем, так, вот он, main widget, да? То есть нам нужно его записать в переменную. Записать в переменную. То есть вот он мой quest manager, я могу к нему обращаться. Set main widget. Так, и получается вот так подключаем. То есть когда наш HUD, main HUD создает этот виджет, он записывает его в переменную и сразу же отправляет его quest менеджеру. То есть теперь quest менеджер знает, какому виджету отправлять данные. Во-первых, он отправляет HUD сообщение о том, что нужно показать сверху текст, что появилось новое задание, да? И сразу же он будет отправлять сообщение main виджету о том, что нужно обновить список квестов. Теперь получается, вот у нас идет start quest. То есть вот мы в конце берем, так, вот мы отправляем active HUD, да? А хотя зачем? Не так, можно не так. Так как мы уже знаем наш HUD, то есть мы можем просто из него вытащить main widget, ссылку. Вот, где-то widget main. И ему отправить сообщение, точнее даже не сообщение, а просто взять его вот этот WBP quests, get WBP quests, и у него уже вызвать вот это вот событие, add quest. Так что я main HUD пока закрываю и вызываем add quest. По нему передаем все те же самые данные, то есть мы отправляем так, имя квеста. Так, давайте я немножко порядок здесь наведу. Сделаем вот так. Вот так вот. Чуть пониже. Отправляем имя квеста. Так, теперь нам нужно описание квеста его отправить. То есть хаду мы описание квеста не отправляем, потому что мы не будем сразу отображать полное описание квеста. Мы будем показывать только название квеста, а полное описание будет храниться уже непосредственно в виджете квестов, когда мы будем открывать вкладку с квестами, да? Вот так это будет выглядеть. Так, ну и список целей. Давайте пока полный список целей будем отправлять, а потом, конечно, нужно будет еще разобраться с логикой, в том плане, что мы не будем сразу весь список целей показывать, да, а будем только показывать те, которые уже, ну, как текущие, да, то есть мы не будем сразу всю цепочку целей озвучивать, да, то есть показали пока только первую, как только первая цель выполнилась этого квеста, сразу же появилась вторая, ну и так далее. Так, ну давайте теперь посмотрим, как это работает. Давайте я отсюда, точнее, надо еще не только добавить этот виджет к vertical box, но и также добавить его к нашему массиву, вот этому WP, ой, точнее, к вот этому buttons array. Где он у нас? Вызываем наш buttons array, get и пишем add. Можно сделать unique подстраховку, да, чтобы у нас квесты не дублировались. Так, и получается, вот так это делаем. Давайте теперь пока что я уберу вот этот, удалю. И отсюда его тоже. Так, где он у нас? Make array. Вот так вот пока будет. Давайте посмотрим. Так, нажимаем Tab. То есть сейчас навигация не работает, потому что у нас
всего один элемент. Так, а почему у нас не хочет выходить? А, потому что теперь у нас... Так, теперь смотрите, у меня сейчас здесь есть такой квест. Когда я буду упираясь в эту дверь запертую, у меня активируется квест о том, что нужно найти ключ от комнат охраны. То есть сейчас у нас, видите, только вот такой текст есть. Так, я сейчас проверю, ошибок нет. Нет, ошибок нет. Теперь я упираюсь в дверь. Видим, что менеджер квестов отработал. Он послал сообщение нашему хаду о том, что у нас новое задание. Теперь, если я открою список квестов, мы видим, что у меня появилась вот такая кнопка. Только она стала почему-то розовая. Мы видим теперь, да, что я могу переключаться между этими заданиями. Кнопка розовая, скорее всего, потому что здесь, когда мы создаем этот виджет, у нас не прописан text color, да? Хотя он не должен быть по умолчанию у нас розовый. Угу. Так. Давайте посмотрим, за что какая переменная отвечает здесь за текст, за цвет текста. Вот text color normal идет. По умолчанию идет вот такой вот серый 02, 02, 02, 1. Угу. Так, может попробовать сделать рефреш. Давайте еще раз попробуем запустить, посмотрим. Locked. I need to find a key. Нет, почему-то все равно розовый идет. Ну, давайте я попробую вручную прописать здесь цвет. Так. Вызовем ноду make. Нет, не здесь, а text color. Вот такой вот почему-то по умолчанию получается. Давайте везде пропишем 0.2. 0.2. И здесь 0.2. Давайте посмотрим. Сейчас попробуем. Locked. I need to find a key. Еще не создалось. То есть тут после небольшой паузы. Ну, походу здесь прям все нужно будет мне переопределять, хотя... возможно... Так, преконстрактор работает. Да, преконстрактор работает. Родительский. Так, fake hover. Угу. Так, очень странно, конечно. Давайте еще раз я проверю, посмотрю, в чем проблема. Locked. I need to find a key. Так, цвет текста поменялся, но при выделении он становится розовый. Это во-первых. Во-вторых, текст становится жирным, это тоже как задумано. Так, но рамка у нас теперь, изначально она у нас у невыделенной кнопки полностью прозрачная, а у выделенной должна быть такой вот серый. Здесь она у нас всегда белая. И цвет выделенного текста тоже розовый. То есть теперь мне нужно это все будет переопределить, скорее всего. Так, давайте смотреть на значение по умолчанию здесь. Так, у выделенного текста цвет становится 0.3. Так, давайте просто здесь все поменяем вручную. Так, 0.3. 0.3. Так, 0.3. И здесь 0.3. Окей. Так, что еще нам нужно поменять? Так, это не меняем, не меняем. Так, теперь получается style normal. То есть tint у нас идет полностью прозрачный, а style hovered, то есть при наведении, у нас идет вот такое значение, прозрачность 0.2.
Так, draw идет у нас rounded box. Давайте я просто все значения скопирую. Ну, точнее, не скопирую, а продублирую, да? Так, outline settings. Так, fixed radius ставим. Так. Теперь. Так. Так. Где у нас цвет? Цвет идет tint. Так, tint сюда ставим. Так, здесь получается мы просто поставим все. Вот здесь ставим 0, то есть полностью прозрачные. Вот как-то так. А теперь это когда мы не выделяем эту кнопку. Вот так это будет выглядеть. Так. А когда мы будем выделять эту кнопку, у нас будет вот такой цвет. Так. Так, он не скопировался у нас. Давайте я скопирую отсюда. И прозрачность 0,2. Так, outline settings у нас остается такой же, поэтому я его просто подключу сюда. Так, и это подключаем в Brush Style Hovered. То есть все теперь лишнее можно позакрывать. Так, надеюсь, сейчас будет уже более-менее. Давайте попробуем запустить. Locked. I need to find the key. Ну вот, теперь все работает как и задумано. То есть при старте нового квеста у нас появляется здесь новая кнопка, на которую можно нажать. А, вот еще on clicked, да, нужно. Кстати, bind ивенты нужно также подвязывать, да, сюда. То есть вот этот ивент при создании кнопки нужно будет привязывать к ивент-диспетчеру. И последнее, что осталось переопределить, это при нажатии на Style Pressed, тоже надо скопировать отсюда. Вот такое значение и прозрачность 0,2. Так. Почему-то не копируется иногда с первого раза. Так, и это мы будем подключать Style Pressed. Так, Outline Settings подключаем сюда же. Такие же. Хотя в целом, скорее всего, если они там по умолчанию, то может быть их можно даже и не подключать. Так, ну давайте попробуем. Еще раз запускаемся. Тыкаемся в дверь. I need to find the key. У нас появляется новый квест. Теперь я могу на него нажимать. И также могу перемещаться вверх-вниз. Так, в целом, получается, наш виджет теперь связан с системой квестов. То есть теперь изначально я могу удалить. Да, могу удалить. Получается, отсюда нужно брать make array. То есть он у нас изначально будет пустой. И, соответственно, мы не будем по нему пробегаться вначале. Соответственно, не будем ничего делать вообще на констракте. Получается, здесь изначально у нас будет пустой список. То есть ничего здесь нет. А как только будем
активировать какой-то квест, I need to find the key. он у нас появляется вот здесь. То есть я могу на него нажать, но так как он один, пока сейчас не работает, да, вот это нажатие. А все потому, что... Почему? То есть у нас выделение работает, то есть вот это событие, select button, работает только тогда, когда целевой индекс отличается от текущего. Но так как он у нас кнопка одна, она изначально у нас является выделенной, соответственно, это событие дальнейшей логикой не вызывается, и, соответственно, не вызывается вот этот update description. То есть это нужно повесить на сброс. То есть когда мы в самом начале делаем reset selection, мы пробегаемся по массиву и делаем активным нулевую кнопку. Соответственно, у нее же нужно вызвать это событие update description, да? Но если у нас это в том случае, если в массиве есть хотя бы одна кнопка. То есть поэтому нам нужно сделать проверку. Проверку. Так. Вот update description. То есть мы будем брать, когда мы делаем get, мы должны сделать проверку. То есть isValid. Давайте попробуем вот так сделать, посмотрим, не будет ли ошибок. То есть сначала запустим сейчас, сразу выключим. Ошибки нет, да? Так. Вот пустое меню квестов. Теперь попробуем открыть. И сразу у нас выделилась эта кнопка, и сразу обновилась информация, да, автоматически. Теперь давайте попробуем. У меня есть еще один триггер. Мне нужно ткнуться в эту дверь. Если я не ошибаюсь. Вот. Еще один квест у нас, видите, активировался. Теперь у нас их два. Я теперь могу спокойно между ними переключаться. Вот. Ну, в целом, пока, я думаю, более-менее рабочий виджет получается. В целом он работает с системой сохранений. Останется также теперь потом его доработать так, чтобы... Нет, системой сохранения он еще пока не интегрирован, потому что нужно вызывать при старте игры, когда мы загружаемся откуда-то, нам нужно будет обновлять информацию, отправлять информацию этому виджету о том, что у нас уже есть текущие какие-то активные квесты. То есть по аналогии у нас есть Save Manager, у меня есть. Вот он. То есть при старте он у нас... он у нас работает через нашего персонажа. Вот он, BP First Person Character. То есть здесь у нас идет... Так, где у нас граф сохранений? Вот. То есть здесь при запуске игры мы проверяем, во-первых, на Begin Play мы вешаем проверку, новая игра или не новая, да? То есть если игра не новая, мы вызываем вот это событие load player info, то есть мы обращаемся к нашему Save менеджеру, вытаскиваем из него данные и применяем. Применяем как? То есть мы обновляем местные переменные, здоровье, где расположение игрока, да, вращение и так далее. Далее мы берем информацию об инвентаре, записываем их в наши vector-компоненты и отдельно мы отправляем виджету сообщение. Сообщение о том, что нужно обновить список наших предметов, да, то есть чтобы они отображались в нашем инвентаре. И, соответственно, здесь точно так же нужно будет делать с квестами. То есть нам нужно будет брать, во-первых, наша система сохранения должна хранить в себе список квестов. То есть нужно внедрить еще. Но я думаю, это уже либо в следующем видео я сделаю, либо уже за кадром сделаю, а потом покажу. То есть в целом тут ничего такого интересного, просто нужно будет объявить переменную здесь с текущими квестами, да, то есть которая хранится у нас вот тут, то есть active and complete quests. То есть при сохранении, в слот сохранения, мы будем просто обращаться к нашему quest менеджеру, вытаскивать из него вот этот массив и записывать
в Save Game Object, да? Ну, вот как-то так, наверное. То есть в целом ничего сложного. И при запуске игры, при загрузке мы будем вытаскивать эти данные и также виджету отправлять сообщение о том, что нужно обновить эту информацию. Вот, ну, я думаю, на этом все. Напоминаю всем, что игру можно добавить в виш-листы, поэтому переходите по ссылке в описании. И на этом видео все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.